привет! С вами снова девчонки Лис, и сегодня мы приехали на ВДНХ посмотреть на еще один Буран. Как вы уже, наверное, поняли, мы отправились в Казахстан не вполне подготовленные, но сейчас мы восполним этот пробел, так что оставайтесь с нами, мы вам все покажем и расскажем. Все, погнали? Погнали! Только поставил отвернуться уже не... Каштаны закрутились, смотри. Нет. Мы же думаем о наших дорогих подписчиках. Знаем, что им нравится. Не поднимается больше. И вот мы у Буранчика. Когда-то он стоял в парке Горького. А теперь он здесь. Превратился в музей. Ну вот мы и дошли к Бурану. Теперь здесь проводят экскурсии. Он превратился в музей. Сейчас мы пойдем туда и посмотрим, что там внутри. Музей работает с понедельника по пятницу. С открытия до 15:00 здесь вход бесплатный. Экскурсия длится 20 минут. Ну что, друзья, мы в кинозале. Нам сейчас покажут небольшой фильм о Буранах. Мы тоже заснимем и покажем вам. Да, интересно. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездны нам. Наша планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. В истории человечества есть дата, которая определяет решительный поворот развития. В 20 веке проводником в новую космическую эру выступила наша страна. Быть первым в космосе, ступить один на один с природы поединок с природой,
создания кораблей, способных возвращаться на Землю. Туда и обратно. Такая задача ставилась изобретателем и конструктором. На практике это удалось сделать двум сверхдержавам – США и СССР. Американские многоразовые корабли системы Space Shuttle строились как челноки, которые должны осуществлять двустороннюю связь между Землей и околоземной орбитой. Их назначение – проводить научные исследования, доставлять и ремонтировать спутники. Широкое применение они нашли бы и в случае военных действий. Предупреждая потенциальную угрозу с космоса, страна Советов разработала свою многоразовую космическую систему. Наш первый орбитальный корабль многоразового использования отправился в свой первый рейс 15 ноября 1988 года. Полет Бурана сразу же назвали русским чудом и гордостью советских космонавтов. На общую цель работал весь научно-промышленный комплекс Советского Союза. Создание многоразового космического корабля потребовало решения огромного числа задач инновационных исследований. Буран должен был летать и с экипажем, и самостоятельно в режиме беспилотника. Для автоматического режима посадки советские специалисты впервые разработали электронный мост, уникальный комплекс бортовых систем. Орбитальный самолет облицовали десятками тысяч кварцевых плиток, выдерживающих сверхвысокие температуры. Ведь Бурану предстояло летать туда и возвращаться обратно в экстремальных условиях. Выводить Буран в космос должна ракета. И ракета особенная. Известно, что чем дальше стартовая площадка от линии экватора, тем меньше груз может вывести на орбиту одна и та же ракета. Советские космодромы от экватора удалены, а значит, конструкторы вынуждены увеличивать мощность наших носителей. Специально для Бурана была разработана тяжелая ракета-носитель «Энергия». Об этом проекте говорили, что это самая сложная машина, когда-либо созданная человечеством. И эти нестандартные технические задачи требовали многоэтапных проверок сделанной работы. Для проведения измерений и испытаний были созданы полноразмерные макеты и прототипы нашего челнока. Функциональность, стабильность, устойчивость и безопасность всех систем нового орбитального корабля многократно проверялись на специальных стендах и в летающих лабораториях. По первоначальному плану уже четвертый полет Бурана должен был стать пилотируемым. Экипажи осваивали специальные программы подготовки и летчиков, и космонавтов. Результаты более чем 200 тренировочных вылетов помогли в создании системы автопилота, ставшей визитной карточкой нашего челнока. Именно автоматическое управление полетом принципиально отличало Буран от шаттла. И это отличие не было единственным. Советские конструкторы создали действительно уникальные изделия, не уступавшие, а по ряду параметров и превзошедшие многоразовую систему американцев. Москва. Южная Пушна. С территории машиностроительного завода, где производилась сборка космического челнока, Буран был доставлен на подмосковный аэродром Жуковского. Из Жуковска на стратегическом бомбардировщике Триен, специально модернизированном под перевозку внушительного внешнего груза, Буран отправляется на юго-восток, на главный союзный космодром – Байконур. Параллельно из Самары и Днепропетровска на Байконур перевозят по частям ракету-носитель «Энергия». Тем временем под этот проект на Байконуре возведен специальный стартовый комплекс, а для возвращения космического челнока построен новый аэродром – «Юбилей». Первый запуск Бурана назначен на 29 октября. За 51 секунду до старта он был отменен. Автоматика выдала стоп программе пуска. Новый старт назначен на 15 ноября. В медиаслужбе штормовое предупреждение. Но после короткого совещания руководители полета все же принимают решение запускать. С восходом солнца
В 5:50 утра на космодроме включается программа старт. С этого момента до самой посадки все происходило без участия человека. Полет Бурана сконцентрировал творческие и технологические достижения всей советской страны. Помните, было 2,5 миллиона участников этого проекта. И вот корабль вышел на орбиту. За полетом советского челнока внимательно наблюдает с Земли, с воды и из космоса. Большую часть пути Буран летел на боку, подставив Солнцу свое теплозащищенное днище. Он совершил 2 витка вокруг Земли, прежде чем приступил к решению самой сложной задачи. Ну, представьте себе, на высоте 250 километров, со скоростью почти 8 километров в секунду летит внушительная масса, около 80 тонн. Буран должен погасить эту скорость, рассеять в атмосфере свою энергию и мягко приземлиться на посадочной полосе с точностью внимания 900 метров вдоль и 38 метров поперек направления своего полета. За 22 тысячи километров до точки посадки Буран получил команду на торможение. Он включает ракетный двигатель на замедление. В плотных слоях атмосферы радиосвязь прерывается на долгие 18 минут. После прохождения участка плазмообразования Буран выходит на связь со станциями слежения. Кажется, все идет по тщательно рассчитанному плану. И вдруг бортовой компьютер корабля устраивает сюрприз наземным службам. Вместо ожидавшегося захода на посадку Буран энергично отвернул влево. Этот вираж оказался настолько неожиданным, что операторы чуть было не отдали приказ на ликвидацию корабля. Однако, совершив маневр, челнок четко развернулся и осуществил виртуозную посадку менее чем на 200 метров, отклонившись от расчетной точки касания. Разбор полетов показал, что автопилот принял верное решение и погасил излишнюю скорость через дополнительную прыгну. Как говорили на следующий день, полет Бурана встал в один ряд с главными достижениями космической эры. Помните гагаринское «Вижу Землю» или фразу Армстронга «Маленький шаг для человека и большой для человечества». После триумфального возвращения на Землю он поднялся в воздух дважды. Мировая общественность была еще раз восхищена Бураном в Париже, куда его доставил самолет-носитель со знаковым названием «Мрия» – «Мечта». Самолет был построен в рамках этой же космической программы. А вернувшись домой, Буран взлетел на родном Байконуре. Здесь же он расстался со страной, построившей его. Долгое время находился в закрытом монтажно-испытательном корпусе, но в результате аварийного разрушения этого здания погиб. Свое место на выставке достижений народного хозяйства Буран занимает по праву. Наши родители показали разработки и воплощение принципиально новых идей, создание сложнейших технических систем нам по плечу. Так получилось, что мы взяли длительную паузу. Мы непременно сделаем следующий шаг и откроем новые страницы космической истории. Я очень рад вашему интересу к этому проекту. Может быть, кому-то из присутствующих уготовила судьба выдающегося конструктора или космического исследователя. Во всяком случае, у нас прочный фундамент благородной цели. Съемка экскурсионной деятельности запрещена. Запрещена? Но была разрешена год назад. Хорошо. Нельзя снимать совсем? К нашему большому сожалению, экскурсовод запретил нам дальнейшую съемку. Но он так интересно рассказывал, что мы попытались сделать это тайком.
А еще выяснилось, что он тоже побывал на космодроме Байконур и видел бураны своими глазами. Только его поход был не столь удачным. Его группа была поймана и отправлена на многочасовой допрос. Ну, это тоже можно снять? Что? Вот это. Да, все можно фотографировать. Кроме У нас там уже на самом Буране фильм начался. А, мы Ну, опаздываем? по сути, ничего страшного. Я вам все расскажу, все, что там было. А что это такое? Схема. Обозначение что? Схема бурана? Нет, цифры одни. Видите, тут как будто Основные один кораблик наложен. геометрические. А, Это сравнение да, с американским? Американским шаттла с Бураном, совершенно верно. Вот это ребро жесткости. По поводу корабля, в котором мы сейчас с вами находимся. Он с 93 года по 2015 стоял в парке Горького. На левом крыле у него была настоящая плиточка, облицовка. Но мародеры и вандалы его разрисовывали, снимали кусочек истории себе домой. Они дорого стоят, да? Но сейчас по нынешним меркам По они... нынешним меркам до сих пор, да, это не столько даже сколько символ, сколько до сих пор очень дорогая технология. И, в принципе, раз уж вы задали такой вопрос, Буран летал один раз, почему не запустили второй раз? Хотя шаттлы американские было несколько, летали более 130 раз. Они сделали ставку на шаттл. Мы сделали ставку на орбитальной станции, на корабли «Союз», которые, слава богу, более 55 лет удачно летали. В этих же, они трехместные «Союзы», у них два места покупают американцы, одно из которых стоит в аренду Югова, например. Вот. И наши корабли в основном доставляют экипажи в космическое пространство. То есть с 2011 года шаттл вообще не летает американский. И полеты были очень редкие, один запуск стоил $400 миллионов приблизительно. В 1981 году американский шаттл был запущен. Буран только в 1988 году. Многие говорят, что в СССР слезали форму и вообще, то есть скопировали. Я вам скажу, почему это невозможно. Я не говорю, что не было шпионов, они были, конечно же, и у нас, и у них, но если вы хотите построить ракетоплан, который полетит с помощью ракеты в космическое пространство, будет возвращаться и спускаться, садиться как самолет многоразовый, другой формы придумать невозможно. То есть его сама форма подразумевает планирование именно. Он подняться в нашей атмосфере не может, у него нет двигателя, как у самолета. Но вот у него двигатели ориентации, орбитальные, которые я вам показывал в отверстиях, они ему помогали подруливать как раз таки. Тангаж, наклон носа вверх-вниз, рыскание влево-вправо, крен, повороты, соответственно, все это вот двигатели ему помогали. И он, то есть, все время только планировал. И напомню, полностью в автоматическом режиме. Но третий полет должен был быть уже пилотирован Бураном. Почему не состоялось? И хотели выделять деньги не только на следующий полет, но и на официальное закрытие программы. Что такое официальное закрытие? Это официальная утилизация предприятия, перевод персонала. То есть много всяких дел, на которые нужно выделять деньги также. Плюс добавьте к этому, конечно, самый мощный, сильный аргумент – распад Советского Союза. А если не планировали дальнейшее развитие программы, зачем туда бури строили? Что? Такие же бури строили? Да, она до сих пор стоит недоделанная. Было огромное количество. Смотрите, тогда раз уж вы про это заговорили, давайте я вам перечислю, какие еще существуют. Макет, вот наш, он не летал, в котором мы находимся, но он находился на спине у сверхзвукового бомбардировщика «Атланта». То есть «Атлант», прежде чем с Жуковского перевести на себе Буран на Байконур, ему нужно было взлететь с таким грузом, похожим, полетать, посмотреть, как он себя будет чувствовать. Да? 50 тонн он весит, да. ПТС-002. Вот у нас фотография Игорь Петрович Волков. Он его пилотировал 24 раза. Это точная абсолютно копия, которую вы сказали, буря.
Вот это БТС-02, это буря и есть. То есть он летал. Он летал 24 раза, но только в атмосфере. То есть не орбитальный полет. Зачем? Буря тоже летала? 24 полета вот Игорь Петрович Шилов, да. А как она взлет совершала? А тот, который буря, вы откуда взяли, можно поинтересоваться? С Байконура. Байконур, С Байконура, да? но это недостроенная стоит. Он называется сколько? Байкал. Байкал там То стоит? есть там стоит макет Бурана. Уточню, в ангаре заброшенном или рядом с музеем, который стоит Нет, в нет, России? нет. В ангаре заброшенный там Буран. Недостроенный Буран Да. и летный аналог. Кто-то его называет буря, но у него только индексное название. Просто Ну, пример. они просто разные по размеру, один больше, один меньше. Ну, один Слушай, макет, наверное, а второй, так получается, был. Это два летных экземпляра именно. То есть один Буран недоделанный, он был на 80% где-то сделан. И вот эта буря примерно на 50%. И тот, который стоит Музей. Байкал рядом с музеем, он тоже около 50% был практически готов. В ангаре там все у них есть, вот заброшено. Проводка, стекла, плиточка, абсолютно все. То есть. Вы там были? Да. Полиция забирала вас? Нет. Нет? Вам повезло, меня забрали. Забрали? Да, вы сколько там находились? Да мы сутки. В ночь пришли, и в обед где-то случай. Ну, А под сколько вечер. шли туда? В 6 вышли ночью. Откуда? Часа 3 до Вы 6. не с такси, вы именно с какого-то места шли? Нет, Ну, там вот это, ну там, господи, кафе как бы. гостиница Да. зеленая вот эта стоит. Мы от нее доехали на такси 4-5 километров и пешком. Тоже да, от второго кафе дошли. Ракетные шахты мимо не проходили заброшенные? Ну, вот одну Один взорву мы прошли, Там а вообще ничего до нет. второй мы не дошли уже. Ясно. Не было сил. Понятно. Не, ну у нас был очень такой жестокий путь. Для полиции это рутина. рутина. Да, то есть они ловят, они просто смотрят камеры, что мы ничего секретного не снимали, территория закрыта и все. Но А остальное секретное там что? недалеко, Гагаринский старт. Не так далеко, Гагаринский старт, его нельзя было снимать, что ли? конечно. Ну, там- Так что вам повезло, что вас... Да не повезло, конечно. Вот. Не, мы их видели, они утром приезжали, так, постояли около ангара. Не, ну я попался бандитом просто. А бандит? Да. Там На всё. грузовиках? Вот. И на машинах прямо пустые ездили. И плюс я попался парочке змей. Как тут удобно ходить, не то, что там лазить. Да, очень. Так вот, ракетоноситель 2400 тонн. Нам нужно, чтобы поднять 100 тонн. И все блоки разрушались. То есть невыгодно. То есть там Очень заново, дорогая, да? конечно, огромная, плюс топливо, плюс двигатели. В общем, Да, то мы пошли. Пол до конца грузового отсека, в котором мы были, он разделял кабину пилота, а под кабиной пилота должен был находиться бытовой отсек. Именно. Да, там поесть, поспать, ходить в туалет и так далее. А станция МИР могла бы еще проработать очень долго. Но головной компьютер и все остальное было аналогово. Чтобы это все поменять, короче говоря, намного дешевле построить и запустить новую. Намного дешевле. Вот прям вот максимально. какие-нибудь бы запчасти оттуда взяли. Так все бросили, Нет, то есть вы не будете брать запчасти от пятерки нашей советской для BMW. Да. Вот этого года выпуска, понимаете? Ну что, друзья, наша экскурсия по Бурану на ВДНХ закончилась. Нам было очень интересно, и мы узнали много нового для себя. Надеемся, что и вам понравилось. Всем пока! Пока! Друзья, на самом деле, если говорить о впечатлении об этой экспозиции, то нам не очень понравилось, потому что это совершенно не похоже на тот Буран, который мы видели на Байконуре. Осталось от Бурана 2 кресла, да, 2 макета, парашют и что еще там? Там 2 парашюта и, по-моему, какой-то двигатель. Ну, на самом деле там интересный экскурсовод нам достался, он хорошо рассказал все, но по экспозиции... Даже и не скажешь, что мы в Буране побывали, просто в каком-то музее. Да, ощущение того, что ты в космическом корабле. нет. Нет.
Так что-то там все заделали, все вот это вот. Все потроха из него вытащили, если они там были вообще. Ну, были, скорее всего. Да, возможно, они были. Этот макет использовался на МРИ в качестве массового макетного габарита. Массового габаритного макета. Вот так. Для того, чтобы Мария могла вот с таким весом подняться. То есть у него даже не было обшивки из кварцевых плиточек. Но он весил только 50 тонн, по-моему, что ты сказала. Да, наверное, да. Так что просто сходили, послушали информацию полезную. Ну, а настоящий буран вы видели на Байконуре. Там впечатления были гораздо больше, чем здесь. Мы пока заканчиваем, но если у нас появятся мысли, мы вам еще что-то расскажем.